Глава 1636. Горный истинный дух. Тело дьявольской обезьяны вспыхнуло ярким фиолетовым светом, мгновенно укрепляя фиолетовый световой барьер и делая его примерно вдвое толще, чем раньше. В то же время она полностью проигнорировала гигантскую лазурную руку, поспешно подняв свой массивный меч над головой, действуя им в качестве щита. В следующее мгновение столб золотого света с раскатом грома ударил в гигантский меч, и тот содрогнулся, а бесчисленные дуги молний рассеялись, как паутина. Дьявольская обезьяна почувствовала, как что-то тяжелое упало ей на руки, словно гигантская гора обрушилась на ее меч, и даже ей едва удалось выдержать этот огромный вес, несмотря на его невероятную силу. Божественная дьявольская молния, усиленная техникой овладения молнией, была намного мощнее, чем ожидалось, и казалось, что столбу золотой молнии не было ни конца, ни края, что поставило ее в чрезвычайно неприятную ситуацию. Дьявольская обезьяна была чрезвычайно ошеломлена силой атаки Хань Ли и резко втянула воздух. Из ее дантяня вырвался шар из черной и красной ци и разлетелся по его меридианам. Затем по всему телу дьявольской обезьяны прогремела череда взрывных трещин и хлопков, и оно резко увеличилось в размерах. После вспышки черно-красного духовного света ее руки также стали заметно толще. Гигантский пурпурный меч, за который она едва могла удержать, теперь стабилизировался, но мрачное выражение лица дьявольской обезьяны указывало на то, что она была не в силах продержаться дольше. В этот момент гигантская лазурная рука, появившаяся из-под земли, обрушилась вниз, угрожая раздавить под собой половину тела обезьяны. Однако дьявольская обезьяна не обратила на это внимания. С одной стороны, у нее была пурпурная броня для защиты, поэтому атака, вызванная простой иллюзией, определенно не могла нанести ей вред. С другой стороны, у нее действительно не было возможности сделать что-либо еще, поскольку она полностью сосредоточилась на противостоянии угрозе божественной дьявольской молнии. В настоящее время она скрежетала клыками, безжалостно управляя циркуляцией дьявольской ци внутри своего тела, и все, что она хотела сделать, это в первую очередь противостоять этой божественной дьявольской молнии. Дьявольская обезьяна знала, что техника овладения молнией была мощной до такой степени, что даже на пике своих способностей она была восприимчива к этой технике. Тем не менее, эту технику также было довольно сложно использовать, так что, если она сможет выдержать этот раунд атак, второго раунда точно не будет. Однако в тот момент, когда массивная лазурная рука соприкоснулась с пурпурным световым барьером, дьявольская обезьяна фактически не приняла никаких защитных мер против нее. Световой барьер качнулся и образовал световой щит, вставший на пути гигантской руки, но, услышав резкий треск, указывающий на то, что что-то раскололось, обезьяна поняла, что все еще недооценила атаку. Она поспешно попыталась использовать какие-то другие способности, но было уже поздно. Взрыв огромной силы с легкостью разбил ее световой щит, а затем ударил по телу дьявольской обезьяны, и даже пурпурная броня не смогла нейтрализовать значительную часть удара. Гигантская обезьяна сосредоточила всю свою мощь на сопротивлении столбу молнии, падающему сверху, и, несмотря на свое невероятно мощное тело, она не могла устоять на месте, будучи поражена этой неожиданной атакой сбоку. Ее массивное тело было отправлено в полет, и только тогда лазурная рука раскрыла свою истинную форму. Это была не что иное, как гора эссенции божественного света. Это сокровище уже было усовершенствовано Хань Ли до такой степени, что оно было фактически продолжением его тела, и он смог обмануть дьявольскую обезьяну, используя иллюзорные техники формации мечей в качестве дымовой завесы. Дьявольская обезьяна действительно обладала способностью духовных глаз, но ситуация была слишком стремительной, чтобы она могла внимательно осмотреть гигантскую лазурную руку, и в результате она стала жертвой внезапной атаки. После того, как гора эссенции божественного света была закалена во второй раз, она стала настолько необычайно тяжелой, что даже Хань Ли не осмелился бы встретить атаку в лоб. Таким образом, несмотря на то, что гигантская обезьяна обладала силой, которая даже немного превосходила силу Хань Ли, она по-прежнему была не способна выдержать удар горы эссенции божественного света и отлетела прочь, как гигантское пушечное ядро. Хань Ли явно уже предвидел эту последовательность событий и тут же указал пальцем в сторону. Столб золотой молнии, сдерживаемый гигантским пурпурным мечом, немедленно изменил направление по его приказу, в мгновение ока поразив тело гигантской обезьяны. С раскатом грома золотые дуги молнии беспорядочно вспыхнули,
и сеть золотых молний окутала все тело дьявольской обезьяны, пока не превратилась в шары золотого света. Сразу после этого золотая молния полностью окутала тело гигантской обезьяны, и все это произошло всего за несколько мгновений. В этот момент все лазурные стрелы формации мечей исчезли в золотом свете, как бесчисленные полоски лазурного света, тем самым подпитывая атаку. Однако с точки зрения дьявольской обезьяны худшее было еще впереди. Среди голубых стрел, летевших по воздуху, несколько десятков внезапно превратились в тонкие, как волосы, лазурные нити, которые были во много раз быстрее остальных стрел. Эти лазурные нити проникали сквозь золотой свет, а затем в мгновение ока исчезали в световой преграде на другой стороне. Дьявольская обезьяна до этого хранила молчание, но внезапно испустила рев шока и ярости. Оказалось, что эти лазурные нити действительно ранили ее. Хань Ли пришел в восторг от ее болезненных воплей и сразу же положил руку на макушку своей головы, в результате чего золотая проекция наверху удлинилась, а затем исчезла в лазурном световом барьере. В то же время две теневые марионетки, стоявшие позади Хань Ли, без всякого предупреждения исчезли. В следующее мгновение в воздухе высоко над формацией мечей вспыхнули пространственные колебания, после чего появилось 6 шаров золотого света. Затем шары света превратились в 6 массивных мерцающих золотых кулаков, обрушившиеся сверху с разрушительной силой. Тем временем пара золотых фигур вспыхнула с земли внизу, и появилось 2 длинных меча и сабля. 3 оружия рассекли воздух, неистово посылая бесчисленные проекции клинков. Как только вторая волна атак тоже собиралась раствориться в шаре света, внезапно раздался резкий крик, и шар света раскололся изнутри. Сразу после этого вспыхнул малиновый свет, и изнутри вырвалась полоска малинового света. Полоска света облетела формацию меча, зависнув в воздухе в виде светящейся проекции. Это была не что иное, как душа дьявольской обезьяны, которая ранее едва не нанесла тяжелую рану Хань Ли. Малиновая проекция держала в руках сегмент клинка, который не только вернулся к своей первоначальной форме, но также стал красным, как кровь, создавая довольно пугающее зрелище. Вдруг сверху и снизу раздался громкий треск, и 6 золотых кулаков, а также золотая сабля и мечи одновременно разлетелись. Лазурные стрелы, постоянно появлявшиеся в окрестностях, также исчезли, и казалось, что больше они не появятся. Немного ниже того места, где взорвался световой шар, когда осела пыль, медленно показалось физическое тело дьявольской обезьяны. Ее лицо стало чрезвычайно бледным, и все ее пурпурные доспехи были в трещинах и множеством обугленных участков. Кроме того, по всем доспехам было пробито несколько десятков отверстий размером с большой палец, и они были залиты обильным количеством крови, что явно указывало на то, что гигантская обезьяна была серьезно ранена. Таким образом, она была вынуждена использовать свое дьявольское искусство и снова изгнать свою душу из тела. Однако при виде этого лицо Хань Ли значительно потемнело. Эта последняя последовательность атак была тщательно спланирована, и он думал, что это означало верную смерть этой дьявольской обезьяны, но это было явно не так. Малиновая проекция смотрела на свое разрушенное тело, и ее глаза горели яростью. Молодец. Мне потребовалось несколько сотен лет, чтобы вернуть свое тело в это состояние, но ты его снова полностью испортил. На самом деле, оно в еще худшем состоянии, чем раньше. В этом случае у меня больше нет никаких сомнений. Даже если мне придется пожертвовать этим телом, я убью тебя, чтобы утолить свой гнев. На самом деле, нет, я использую твое тело как временный сосуд для моей души. Не успев сказать это, дьявольская обезьяна резко взмахнула сегментом клинка в своей руке по воздуху, послав полоску багрового света, устремившуюся вперед с разрушительной силой. Однако, что было странным, так это то, что вместо того, чтобы направлять атаку на формацию мечей вокруг нее, полоска багрового света неслась к физическому телу гигантской обезьяны. Малиновый свет мгновенно исчез в теле гигантской обезьяны, после чего произошла странная сцена. Физическое тело дьявольской обезьяны начало высыхать прямо на глазах, а через несколько мгновений малиновый свет снова поднялся в воздух. В этот момент тело в пурпурных доспехах полностью превратилось в высушенный темно-фиолетовый труп, а полоска багрового света снова превратилась в сегмент клинка.
Однако от сегмента клинка исходил непреодолимый запах крови и облако угольно-черной дьявольской ци. Более того, из клинка вырывались черно-красные руны, и дьявольская обезьяна внезапно подбросила сегмент клинка в воздух, а затем начала что-то повторять, делая печать заклинания руками. Раздался ряд непонятных заклинаний, и Хань Ли понятия не имел, что дьявольская обезьяна собирается делать дальше, но он знал, что она была на грани. Она даже высосала всю оставшуюся эссенцию крови из собственного тела, поскольку она собиралась готовить какую-то чрезвычайно мощную атаку. Имея это в виду, Хань Ли определенно не собирался просто бездействовать, позволяя плану дьявольской обезьяны пройти гладко. Он немедленно сделал печать заклинания руками, побудив свой меч к действию. Лазурный световой барьер содрогнулся, и на нем появились сотни цветков лотоса размером с голову. Цветки лотоса вращались на месте, испуская столбы лазурного света, мчавшиеся прямо в дьявольскую обезьяну. Однако от последующих событий выражение лица Хань Ли стало еще мрачнее. Перед лицом надвигающихся столбов света дьявольская обезьяна даже не удосужилась взглянуть на них и лишь просто щелкнула пальцем по сегменту клинка. Раздался глухой удар, и пространство вокруг клинка искривилось, в результате чего волна невидимых колебаний распространилась наружу. Столкнувшись с этими колебаниями, все лазурные столбы света были полностью побеждены и исчезли на месте. Хань Ли одновременно выпустил несколько сотен столпов лазурного света, но ни один из них не смог даже приблизиться к дьявольской обезьяне. Хань Ли был весьма удивлен увиденным и теперь действительно начал беспокоиться. Прежде чем он успел выяснить, какую способность только что высвободила дьявольская обезьяна, она холодно хрипнула, и вокруг ее тела закрутился багровый свет, после чего над ее головой беззвучно возник пурпурный луч. Это было изображение гигантской лиловой обезьяны, сильно напоминавшей дьявольскую обезьяну, только без рогов на голове. Более того, демонические глаза проекции мигали пятицветным светом, а на груди был начертан серебряный узор размером в несколько футов. При ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить, что серебряные узоры создали символ слова «гора». Глава 1637. Возрождение тайного небесного сокровища. Это гигантская горная обезьяна. Хотя Хань Ли первый раз видел это легендарное истинное духовное существо, но он смог сразу же узнать его. В конце концов, только у этого истинного духовного существа были такие странные узоры на груди. Этот дьявол должен был обладать родословной гигантской горной обезьяны. В противном случае он точно не смог бы вызвать эту проекцию. Хань Ли взглянул на пурпурную проекцию в форме меча, и в его глазах промелькнуло странное выражение. Гигантская горная обезьяна была одним из истинных духовных существ в 12 пробуждающих трансформациях, поэтому, если он сможет получить истинную духовную кровь этой обезьяны, то он не только получит новую трансформацию, но и силы всех его других трансформаций также будут значительно улучшены. Подумав об этом, Хань Ли был еще более полон решимости убить этого дьявольского зверя ранга святого. Однако обычные атаки против него были совершенно неэффективны. Таким образом, немного помедлив, Хань Ли глубоко вздохнул и, взмахнув рукавом, призвал странный браслет. Это был браслет призрачного зверя, в котором были его золотые прожорливые жуки. Чтобы убить эту дьявольскую обезьяну, он планировал раскрыть этот свой козырь. Выпуск слишком большого количества золотых прожорливых жуков за один раз сильно истощил бы его духовное чутье, но если бы он мог закончить эту битву за короткое время, то последствия все равно были бы терпимы. С нынешним духовным чутьем Хань Ли мог контролировать 100 золотых прожорливых жуков в течение примерно 15 минут. Однако, если количество выпущенных духовных жуков было бы увеличено вдвое, время, в течение которого он сможет их контролировать, сократится на 3/4. Если бы ранее он не создал формацию весеннего рассвета, Хань Ли, возможно, бы не осмелился использовать этот козырь. Однако, видя, что дьявольская обезьяна оказалась в ловушке формации мечей, тем самым значительно ограничив область, в которой она могла перемещаться, это было идеальное поле битвы для золотых прожорливых жуков. По оценкам Хань Ли, с силами его нынешних зрелых золотых прожорливых жуков, сотни из них потребовалось бы всего около 5 минут, чтобы разобраться с его противником.
Его единственное беспокойство заключалось в том, что, если он потратит слишком много своего духовного чутья, большинство его способностей также будут сильно ослаблены. В таком случае для него было бы довольно опасно встретить на обратном пути каких-либо могущественных врагов. Однако эти мысли мелькнули в его голове лишь на мгновение, а затем он снова сосредоточился на предстоящей битве. Для него главным приоритетом, естественно, было в первую очередь позаботиться о враге, который был перед ним прямо сейчас. Все остальное может подождать до окончания этой битвы. Однако, прежде чем Хань Ли смог внедрить свое духовное чутье в браслет для хранения духовных зверей, которых он только что призвал, дьявольская обезьяна в формации мечей внезапно прекратила свое пение и испустила низкий рев, изгнав шар малинового света из своей пасти. Шар света мгновенно исчез в малиновом сегменте клинка, после чего клинок повернулся на месте, в то время как угольно-черная дьявольская ци, которую он ранее испускал, начала резко падать и подниматься. Раздался громкий звенящий звук, после чего вокруг клинка внезапно появились точки черного света, распространившиеся на все части формации меча. Хань Ли слегка дрогнул, чувствуя, что что-то не так с мирской ци в области поблизости, и поспешно гляделся. От увиденного у него задрожало сердце. Вся дьявольская ци в проходе начала бурно перемешиваться, и изнутри хлынули полоски черного света, устремившись прямо к мечу. Формация меча весеннего рассвета, казалось, превратилась в огромный вихрь, который ненасытно втягивал черную ци. Однако, достигнув формации меча, эти волны дьявольской ци были остановлены лазурным световым барьером. Оставаясь на границе, она образовала бесчисленного множества черных светящихся шаров, но ни один из них не мог войти в формацию меча. Истинная дьявольская ци. Хань Ли мгновенно узнал природу этих черных световых шаров, и его веки сильно дернулись от такого открытия. Прямо в этот момент внутри формации меча разразился сокрушительный удар, заставивший весь проход яростно задрожал, словно он был на грани обрушения. Сразу после этого из формации мечей поднялся взрыв ужасающего духовного давления, в результате чего даже лазурный световой барьер пошатнулся. Хань Ли был весьма поражен этим развитием событий и сразу же снова обратил внимание на центр формации мечей. Затем прямо перед глазами Хань Ли развернулась странная сцена. Вся формация мечей была заполнена бесчисленным количеством рун разных размеров. Каждая из этих рун вспыхивала слабым черным светом, и они беспорядочно расширялись и сжимались, а также менялась их яркость. В центре этих рун неподвижно парил сегмент багрового клинка. С этого момента было некорректно называть его сегментом клинка, поскольку отсутствующая верхняя половина тоже каким-то образом появилась. Кроме того, на багровом клинке появились 3 неопознанных древних золотых символа, и все 3 символа мерцали золотым светом. Хань Ли прищурился и, к своему большому удивлению, обнаружил, что все черные руны мигали в идеальной синхронности с багровым клинком, как если бы клинок контролировал все эти руны. Внезапно послышалось резкое кудахтанье, и дьявольская обезьяна внезапно сделала печать заклинания рукой. Пурпурная обезьяна над головой протянула массивную руку и вцепилась в малиновый клинок. Сразу после этого произошел невероятный поворот событий. Золотые символы на поверхности клинка, казалось, ожили и закружились, излучая мерцающий свет, после чего раздался четкий звонкий звук. Хань Ли мог почувствовать, что первозданная мирская ци в формации мечей погрузилась в полный хаос, после чего все черные руны неистово устремились к клинку, как бабочки к пламени. В то же время клинок начал испускать серию черных ореолов, и все руны бесследно исчезли после соприкосновения с этими ореолами. Тем временем цвет клинка немного потемнел, и после того, как все руны были поглощены, ореолы также исчезли, в то время как четкий звенящий звук резко оборвался. В этот момент малиновый клинок стал угольно-черного цвета, и гигантская проекция обезьяны мягко качнула им в воздухе, после чего 3 древних символа на клинке мгновенно начали излучать мерцающий золотой свет, создавая довольно мистическое зрелище. Однако зрачки Хань Ли резко сузились при виде этого, и он внезапно схватился одной рукой за другую. В то же время он пристально смотрел на черный клинок в руке обезьяны, и его лицо стало смертельно бледным. Это тайное небесное сокровище. Но это невозможно. Если ты обладаешь таким могущественным сокровищем, которое бросает вызов естественному порядку, то как ты получил такие серьезные травмы?
Воскликнул Хань Ли слегка дрожащим голосом. «Откуда ты знаешь, что это сокровище небесное?» Дьявольская обезьяна резко изменилась в лице от слов Хань Ли, и в ее глазах вспыхнул пурпурный свет. Однако у Хань Ли не было никакого намерения отвечать на вопрос гигантской обезьяны, поскольку его рука была поражена приступом жгучей боли, а мучительные ощущения исходили из того самого места, где был запечатан высший небесный меч. Он был поражен этой болью после того, как проекция гигантской обезьяны несколько раз взмахнула черным клинком в воздухе, и он мог почувствовать, что высший небесный меч пытается вырваться из его руки, как если бы он был спровоцирован черным клинком. Только тогда Хань Ли внезапно подумал, что позволило ему угадать, что это был за черный клинок. Видя, что дьявольская обезьяна не опровергала его утверждение, сердце Хань Ли задрожало еще больше. Он не только использовал большую часть своей магической силы, чтобы ограничить высший небесный меч в своей руке, даже если бы он не использовал своих золотых прожорливых жуков, он не был уверен, что они будут эффективны против в лицо другого высшего небесного сокровища. Другой его альтернативой было использование высшего небесного меча в руке, но воспоминания о том, что произошло в последний раз, когда он использовал сокровище, все еще оставались в его голове, и он определенно не хотел, чтобы его постигла та же участь. В конце концов, это был опасный мир, кишащий дьявольскими зверями. Позволить себе полностью ослабить силы здесь было ничем не лучше самоубийства. Однако воспоминания об удивительной мощи его высшего небесного меча также оставались ясными в его разуме. Клинок, который использовала проекция гигантской обезьяны, явно было не полным высшим небесным сокровищем, но если бы он обладал хотя бы половиной силы высшего небесного меча, запечатанного в его руке, тогда он определенно не смог бы пережить нападение от обезьяны. Формация меча весеннего рассвета действительно была довольно мощной, но как она должна была противостоять силе, которая нарушала законы мироздания? Видя, что Хань Ли не проявлял никакого намерения отвечать на его вопрос, дьявольская обезьяна формации меча сильнее пришла в ярость, и проекция гигантской горной обезьяны над ее головой немедленно направила свой черный клинок в Хань Ли по ее велению. Веки Хань Ли дернулись, и все его тело мгновенно покрылось холодным потом. Со способностью высших небесных сокровищ рассекать пространство, даже попытка сбежать была бы совершенно бесполезной. Таким образом, ему придется либо сдаться и позволить себя убить, либо использовать свой собственный высший небесный меч, чтобы противостоять проекции обезьяны. Оба эти образа действий были далеки от идеала. Однако в этот момент проекция гигантской обезьяны уже подняла черный клинок над своей головой, поэтому у него не было времени думать о каких-либо других осуществимых планах. Стоп! Дьявольская обезьяна уже потеряла свое физическое тело, и ее уровень культивации также серьезно пострадал из-за ран. Так откуда у нее силы для использовать тайного небесного сокровища? Неужели не сам питает сокровище, а использует другой источник энергии? В этой безвыходной ситуации Хань Ли внезапно подумал, и его посетило озарение. В этот момент на лице дьявольской обезьяны появилось злобное выражение, и черный клинок, которым владела пурпурная проекция, медленно начал спускаться. Хань Ли очень встревожился при виде этого, стиснув зубы, развел руки. Раздался глухой рвущий звук, после чего в его руке появился желтый деревянный стержень. Это был не что иное, как высший небесный плод. Хань Ли, не теряя времени даром, щелкнул запястьем и подбросил высший небесный плод в воздух. Вспыхнул золотой свет, и снова появилась его проекция первозданного истинного дьявола. Одна из золотых рук проекции поймала высший небесный плод в своей хватке, в то время как другие руки сделали печать заклинания, и тело проекции вспыхнуло ослепительным золотым светом. Сразу после этого весь золотой свет устремился к высшему небесному плоду, как текущая вода, заставляя плод сиять ослепительным светом, в то время как на его поверхности стали переливаться темно-зеленые узоры, становясь все ярче. Хань Ли был в восторге от этого. Как раз в этот момент раздался глухой удар, и от черного клинка вырвалась волна черной ряби. Поначалу рябь выглядела совершенно приземленной и невзрачной, но, пролетев в воздухе более чем на 100 футов, она внезапно подняла черную волну с высотой в несколько десятков футов, устремившуюся прямо к Хань Ли. Черная волна в мгновение ока ударила в лазурный световой барьер, и последний моментально задрожал, и на его поверхности снова появились бесчисленные лазурные цветки лотоса.
Однако в следующее мгновение произошла невероятная сцена. Черная волна прокатилась по лазурным цветкам лотоса и с легкостью полностью уничтожила их, а затем прошла через лазурный световой барьер, как будто его и не было. Веки Хань Ли дернулись при виде этого, и он немедленно сделал печать заклинания. Внезапно в окрестностях появились бесчисленные пятнышки пятицветного света, и все они устремились к высшему небесному плоду, как мотыльки на пламя. Зеленый свет вспыхнул с одного конца высшего небесного плода, и из него внезапно появился мерцающий клинок длиной около фута. Клинок был ярко-зеленого цвета и гладким, как зеркало. Однако в центре клинка была начертана линия из 5 зеленых рун, каждая из которых излучала угрожающий свет. Глава 1638. Убийство обезьяны. Перед лицом надвигающейся черной волны из проекции первозданного истинного дьявола над головой Хань Ли вспыхнул золотой свет, мгновенно опустив длинный зеленый меч. Хань Ли сразу почувствовал, как из его тела вышло огромное количество магической силы. В то же время вокруг проекции закрутился золотой свет, безумно хлынув в зеленый клинок. В результате проекция первозданного истинного дьявола не только уменьшилась почти вдвое, но и стала расплывчатой. Первозданная мирская цепь поблизости внезапно забурлила, и из воздуха появились бесчисленные пятицветные руны. В то же время взбушивал завывающий ветер и грянули раскаты грома, и весь черный свет, хлынувший на Хань Ли, казалось, столкнулся с какой-то огромной силой сопротивления, которая сначала пошатнулась, а затем рассеялась во все стороны. После того, как высший небесный меч пробудился, казалось, что вся первозданная мирская цепь поблизости была поглощена им и была использована для нанесения разрушительного удара. Проекция зеленого меча материализовалась в мгновение ика, и она была такой же яркой и ослепительной, как небесная молния, мгновенно осветив весь проход своим исключительным сиянием. Угольно-черный дьявол не мог скрыть свой мерцающий свет, и всемогущая черная волна также была остановлена этой проекцией меча. В следующее мгновение все пространство было разделено на два совершенно разных мира какой-то невидимой силой. Верхняя половина переливалась лазурным светом с пробегающими сквозь нее пятицветными рунами, а нижняя половина была заполнена бурлящими черными волнами, заполненными пятнами черного света. От границы между этими двумя мирами раздался резкий звон, после чего вспыхнули две вспышки невидимых колебаний, пронесшиеся по всему пространству, как мощный ураган. Помимо мест, где находились Хань Ли и дьявольская обезьяна, пространственные колебания сметали поблизости все, превращая это в ничто. Даже формация мечей весеннего рассвета была полностью уничтожена после нескольких вспышек столкновения между двумя этими силами. Она приняла форму 72 лазурных летающих мечей, которые также мгновенно превратились в пылинки лазурного света. Было совершенно ясно, что сила, заключенная в проекции зеленого меча, намного превосходила силу черной волны, и последней удалось оказать лишь символическое сопротивление, прежде чем она была полностью подавлена. Сила, заключенная в черной волне, была побеждена более могущественной силой. Проекция гигантской горной обезьяны над головой дьявольской обезьяны также значительно уменьшилась после того, как она начала эту атаку, и была полностью уничтожена невидимыми пространственными колебаниями, пронесшимися по местности. Перед лицом силы законов, пронизанных проекцией зеленого меча, черный клинок также был разбит. Это чистейшее небесное сокровище. «Но это невозможно», — воскликнула дьявольская обезьяна, и багровый свет беспорядочно затрясся вокруг всего ее тела. Казалось, что она стала свидетелем самого невероятного в мире. Однако у нее не было времени оценить пейзаж, так как зеленый свет, хлынувший к ней, вот-вот должен был уничтожить ее. Из ее тела тут же вырвался духовный свет, и она полетела в сторону зала, в котором находилась ранее, в виде полоски малинового света. Однако полоска света смогла пролететь по воздуху только на несколько сотен футов, пока проекция зеленого меча не настигла ее, и душа дьявольской обезьяны была окутана зеленой волной силы неба и земли. Затем развернулась необычная сцена. Полоска багрового света дрогнула в зеленом свете, и снова показалось ее багровое тело. Более того, она была полностью обездвижена, как и пространство, которое образовалось вокруг нее. На проход снова обрушилась сила неба и земли,
в радиусе примерно 100 футов вокруг тела обезьяны послышалась цепочка трескающих звуков. Затем в соседней области появилась серия белых пространственных трещин, придавая окружающему пространству вид треснувшего зеркала. Душа дьявольской обезьяны, не успев издать леденящий кровь крик, разлетелась, как деревянная марионетка. Так закончилась жизнь этой дьявольской обезьяны ранга святого. Вслед за расколотым пространством появилась массивная черная дыра, и все фрагменты души дьявольской обезьяны беззвучно засосало в черную дыру вместе с белыми пространственными фрагментами поблизости. Затем черная дыра исчезла во вспышке черного света, и только сегмент лезвия остался парить в воздухе, вернувшись к своей первоначальной фиолетовой форме. При виде этого Хань Ли вздохнул с облегчением и, быстро сделав печать заклинания, указал пальцем на золотую проекцию наверху. Проекция первозданного истинного дьявола осторожно встряхнула высшим небесным мечом в руке, и зеленый клинок мгновенно превратился в пятнышки пятицветного света. Таким образом, высший небесный плод вернулся к своей первоначальной форме и медленно спустился сверху. Хань Ли взмахнул рукавом, послав вспышку лазурного света в попытке убрать сокровище. Однако из высшего небесного плода внезапно вспыхнул зеленый свет, и он превратился в шар зеленого света, который почти мгновенно исчез в руке Хань Ли. Руку Хань Ли пронзил взрыв обжигающей боли, и он поспешно закатал рукава, чтобы осмотреть руку, о которой идет речь. Там он обнаружил желтую метку, внешне идентичную высшему небесному плоду. Метка исчезла прямо на глазах и в конце концов превратилась в едва заметный шрам. Губы Хань Ли дернулись, и на его лице появилась кривая улыбка. Похоже, что высший небесный плод намеревался поселиться в его руке и снова запечатался там. После исчезновения высшего небесного плода все явления, происходящие в проходе, также растворились в ничто, и сила законов мироздания поблизости также мгновенно исчезла. Весь проход снова был заполнен дьявольской ци, как и в начале. Хань Ли бросил взгляд вдаль, и со вспышкой синего света в его глазах он сделал хватательное движение. Сразу после этого в дьявольской ци вдалеке появились пятнышки лазурного света, вскоре объединившись в несколько десятков шаров лазурного света размером с кулак. Эти световые шары затем превратились в 72 маленьких лазурных меча, каждый около фута в длину. Это были не что иное, как лазурные облачные бамбуковые мечи, которые только что были случайно уничтожены силой законов мироздания, посеявших хаос в этом районе. Однако способность летающих мечей в форме пустоты гарантировала, что они не получили большого урона во время этого испытания. Все летающие мечи свистнули назад к Хань Ли в виде полос лазурного света по его приказу и, достигнув его, вернулись в первоначальной форме. Хань Ли осторожно окинул своим духовным чутьем летающие мечи, осматривая их на предмет повреждений, и вздохнул с облегчением, убедившись, что никаких существенных повреждений не произошло. Он сделал ручную печать, и все летающие мечи исчезли у него в рукаве. После этого Хань Ли бросил взгляд вдаль, и в его глазах появился странный взгляд, и он несколько раз указал пальцем вперед. Два призрачных объекта, один большой и один маленький, немедленно полетели к нему, и дьявольская ци разошлась, давая им пройти. Одно из них было физическим телом дьявольской обезьяны, которое все еще было заключено в эту пурпурную броню, а другое представляло собой сегмент клинка длиной около полфута. Хань Ли сначала взглянул на дьявольскую обезьяну, и он обнаружил, что она полностью превратилась в высушенный труп. Кроме того, пурпурные доспехи также потерял большую часть своего блеска, что указывало на то, что большая часть их силы утекла после ухода дьявольской обезьяны. Его брови слегка нахмурились, и он внезапно протянул руку и прижал 5 пальцев к нагрудному элементу доспехов. С кончиков его пальцев вспыхнул серый свет, и пурпурные доспехи, испустив мучительный вопль, разделились на несколько частей во вспышке серого света. Затем части доспехов отделились от высушенного трупа и попытались скрыться с места происшествия в виде нескольких полос фиолетового света. Оказалось, что он все еще сохранил часть своей духовной природы. Хань Ли уже успел убедиться в удивительной мощи этого комплекта доспехов, поэтому, естественно, подготовился заранее. Таким образом, как только полоски пурпурного света попытались улететь, он, холодно хмыкнув, провел рукавом по воздуху, выпустив облако лазурных нитей. Вспыхнул лазурный свет,
и все полосы пурпурного света запутались в лазурных нитях. Сразу после этого из рукава Хань Ли вырвался звон, и оттуда вылетел небесный котел. Крышка котла слетела сама по себе, и лазурные нити силой затянули пурпурные полосы в котел. Затем крышка снова закрылась, и сокровище неподвижно зависло перед Хань Ли. Хань Ли небрежно провел рукавом по направлению к маленькому котлу, и тот внезапно исчез на месте. Только тогда Хань Ли обратил свое внимание на полностью обнаженный высохший труп. На высушенном трупе остался мех, но его кожа стала темно-фиолетовой, как если бы это был древний труп, брошенный бесчисленное количество лет назад. В глазах Хань Ли мелькнул холодный свет, и он внезапно открыл рот, выпустив полоску лазурного меча Ци, которая ударила высохший труп, пытаясь разрезать его пополам. Однако, к его большому удивлению, раздался металлический лязг, и когда Ци меча ударила сморщенный труп, последний остался полностью невредимым, в то время как полоска меча Ци была отражена. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, и медленно вытянул руку из рукава. Из его ладони вспыхнул духовный свет, и из него медленно появился маленький лазурный меч. Маленький меч стал длиннее почти в 2 раза, переливаясь ярким лазурным светом. Хань Ли взмахнул запястьем, и лазурный длинный меч вырвался полосой лазурного света, ударив Дантян на трупе обезьяны. В этот раз раздался глухой удар, как будто меч попал в плотное бревно. Его кончик погрузился в высохший труп, но его снова оттолкнули, сделав разрез глубиной всего около дюйма. При виде этого Хань Ли изменился в лице. Тело этой дьявольской обезьяны ранга святой по твердости было сопоставимо с его собственным телом. Если бы не тот факт, что ему удалось поймать дьявольскую обезьяну своим мечом, разрубить сочетание этого пурпурного доспеха и его невероятно мощного тела было бы очень трудным. Как и ожидалось от внушающего страх существа на средней стадии интеграции тела, Цзяочи на ранней стадии интеграции тела, с которым он столкнулся в прошлом, даже не мог сравниться с этой дьявольской обезьяной. Если бы ни один из них не использовал свои сокровенные небесные сокровища и обезьяна была на пике своих возможностей, Хань Ли бы пришлось спасать свою жизнь бегством. Помня об этом, Хань Ли глубоко вздохнул, но определенно не собирался сдаваться. Из его руки вырвался мерцающий золотой свет, и его магическая сила неистово росла, проникая в лазурный длинный меч в его руке. Меч издал крик, напоминающий дракона, после чего из него вырвался холодный лазурный свет, и он начал пронзить высохший труп дюйм за дюймом. После того, как несколько дюймов клинка вонзились в дантян обезьяны, Хань Ли внезапно щелкнул запястьем, и на острие меча образовался круглый разрез, сопоставимый с размером большой чаши. Сразу после этого длинный лазурный меч мгновенно исчез, и Хань Ли протянул руку в дантяню трупа, что-то вытащив оттуда. Глава 1639. Высшая техника изготовления небесных инструментов. Это была угольно-черная бусина размером с яйцо, излучающая исключительно чистую истинную дьявольскую ци. И это было не что иное, как цель Хань Ли в этом путешествии — дьявольское ядро дьявольского зверя ранга святого. С помощью этого предмета он сможет подчинить костюм небесной дьявольской брони. Он не мог точно оценить силу дьявольской брони после ремонта, но она должна быть не хуже, чем пурпурная броня, которую он только что захватил. К сожалению, костюм пурпурных доспехов явно был полностью усовершенствован дьявольской обезьяной, и даже если бы он снова усовершенствовал его силы брони, скорее всего, были бы сильно ослаблены, поэтому он не был очень полезен для него. Хань Ли размышлял над этой проблемой в довольно печальном свете и вдруг протянул руку, достав черный нефритовый ящик. Он снял крышку коробки и ткнул пальцем в дьявольское ядро. Из коробки тут же вырвалась вспышка черного света, мгновенно вырвалась из ящика, чтобы втянуть в него дьявольское ядро. После этого Хань Ли закрыл коробку крышкой, а затем, призвав 2 золотых и серебряных талисмана, наклеил их на коробку. Во вспышке блестящего золотого и серебряного света струйки дьявольской ци, исходящие из нефритовой коробки, были полностью отрезаны, тем самым полностью запечатав дьявольское ядро внутри. Хань Ли неторопливо убрал нефритовую коробку и взглянул на пурпурный сегмент клинка. Хань Ли уставился на сокровище, и на его лице появилось довольно своеобразное выражение, в котором смешались волнение и замешательство.
Это действительно тайное небесное сокровище. Его сила намного уступает моему высшему небесному мечу. Неужели это потому, что это поврежденное сокровище? Хань Ли пробормотал себе под нос, прищурившись. Вместо того, чтобы приблизиться к сегменту клинка, Хань Ли закрыл глаза, и его духовное чутье циркулировало по всему телу, внимательно изучая его внутреннее состояние. В конце концов, он сделал печать заклинания, и из его тела вспыхнул ослепительный золотой свет, снова призвав свою золотую проекцию и направив к ней свое духовное чутье. Судя по мрачному выражению его лица, ситуация была не очень позитивной. Мало того, что он потратил около половины магической силы в своем теле, даже его проекция первозданного истинного дьявола значительно уменьшилась. Скорее всего, потребуется несколько десятилетий кропотливой культивации, чтобы вернуть ей былую славу. Это были тяжелые потери всего за один бой. Единственным положительным моментом здесь было то, что в этом случае ему не пришлось расходовать эссенцию крови, поэтому его телу не было нанесено никакого прямого ущерба. Однако это было также связано с тем, что атака, которую он развязал с помощью высшего небесного меча в этом случае, была даже на 10% не такой мощной, как в предыдущий раз. Частично это было из-за того, что он не использовал напрямую свое физическое тело для питания высшего небесного сокровища, а вместо этого использовал силу своей проекции для этой цели. Другой причиной этого было то, что небесный меч был вытеснен из его тела силой законов, исходящих из сегмента клинка. Таким образом, сила, высвобождаемая высшим небесным мечом, была, естественно, сильно затруднена, но ему все же удалось убить дьявольскую обезьяну, не повредив себя полностью. Сегмент пурпурного клинка перед его глазами, возможно, тоже мог управлять какой-то силой законов мироздания, но он явно не мог сравниться с его высшим небесным мечом. Таким образом, Хань Ли довольно скептически относился к тому, действительно ли это было настоящим тайным небесным сокровищем. Тем не менее, суть дела заключалась в том, что удар, нанесенный этим сегментом клинка, смог с легкостью уничтожить его формацию мечей весеннего рассвета, так что если бы это не было высшее небесное сокровище, это определенно не могло быть обычным божественным духовным сокровищем. Таким образом, Хань Ли больше склонялся к мнению, что это сокровище было неполным, тем самым серьезно ограничивая его силу и позволяя использовать его дьявольской обезьяне. Конечно, это также могло быть связано с тем, что сила законов мироздания, наделенных этим сегментом клинка, была самого низкого уровня среди всех высших духовных сокровищ. С другой стороны, сила законов мироздания, заключенная в его высшем небесном мече, могла просто так оказаться проклятием силы законов, содержащихся в этом сегменте клинка, что могло бы объяснить, почему столкновение между двумя этими силами оказалось таким серьезным. Эти мысли быстро пронеслись в голове Хань Ли, и он проанализировал все возможные факторы за считанные секунды. Чем больше он обдумывал эти идеи, тем больше он ценил пурпурный сегмент клинка. Высший небесный меч, запечатанный в его руке, был слишком могущественным, чтобы он мог контролировать его в настоящее время, но с этим неполным и сильно ослабленным высшим небесным сокровищем была другая история. В противном случае, как дьявольская обезьяна смогла использовать сокровище даже после потери физического тела и падения уровня культивации примерно до ранга Хань Ли? Помня об этом, Хань Ли глубоко вздохнул, чтобы подавить волнение в своем сердце, и поднял руку. Затем он щелкнул 5 пальцами по воздуху, из кончиков его пальцев вырвалось 5 вспышек серого света, устремившись прямо к фиолетовому сегменту клинка. Однако из сегмента клинка вырвалась полоса пурпурного света, и серый свет, устремившийся к нему, был отражен. При виде этого Хань Ли слегка нахмурился, вытянув другую руку, послал в воздух волну пятицветного ледяного пламени. Однако после череды громких грохочущих взрывов пятицветное ледяное пламя также было сдержано сегментом клинка. Наконец, на лице Хань Ли появился намек на удивление. Задумчиво погладив себя по подбородку, казалось, и ему внезапно пришла в голову мысль. Он резко поднял руку, которая мгновенно приобрела мерцающий золотой оттенок, и с его ладони вырвалась вспышка золотого света, устремившись прямо к сегменту клинка. В этом случае пурпурный сегмент клинка не оказал сопротивления, позволив золотому свету приблизиться к нему, прежде чем приблизить его к Хань Ли. На его лице появилась тень восторга, и он внимательно осмотрел это сокровище. На таком близком расстоянии он обнаружил,
что сокровище было почти полностью прозрачным и что оно медленно поглощало золотой свет вокруг себя. При этом слабое странное существо внутри клинка внезапно стало более энергичным и стало двигаться. Из сегмента клинка также исходили пучки золотого света, как если бы он был ассимилирован первозданным истинным дьявольским искусством Хань Ли. Сначала при виде этого Хань Ли испугался, а затем обрадовался. Это незавершенное высшее небесное сокровище было слишком легко контролировать. Он чувствовал, что сразу же сможет управлять сокровищем, введя в него еще немного дьявольской ци из его первозданного истинного дьявольского искусства. Теперь он был почти уверен, что этот сегмент клинка был высшим небесным сокровищем из мира высших демонов. В противном случае он определенно не был бы так чувствителен к дьявольской ци. Немного помедлив, из тела Хань Ли начал исходить яркий золотой свет, и его кожа стала покрываться золотыми чешуйками. Он активировал свое первозданное истинное дьявольское искусство до максимальной степени, и вспышки золотого света безумно хлынули к сегменту клинка. Сегмент клинка с наслаждением поглощал золотой свет, и всего за несколько мгновений он приобрел золотой оттенок, в отличие от своего первоначального пурпурного цвета. Однако в результате сегмент клинка не стал поглощать золотой свет медленнее. Вместо этого неизвестное существо внутри него внезапно очень обрадовалось, и его тело также приобрело золотистый цвет. Напротив, Хань Ли начал сопротивляться. Треть того, что осталось от его магической силы, была поглощена этим сегментом клинка за считанные секунды, и он немедленно положил конец этому процессу, и золотой свет вокруг его тела исчез. После этого кусок золотого клинка в его руке исчез в рукаве. Он еще не полностью усвоил это сокровище, но все же мог им воспользоваться, и этого пока было достаточно. Он не собирался стоять, как идиот, растрачивая всю свою магическую силу, чтобы накормить это сокровище, пока находился в таком опасном месте. Имея это в виду, Хань Ли быстро вытащил из своего браслета для хранения несколько маленьких пузырьков разного цвета, а затем вытащил несколько таблеток из каждого пузырька, проглотив их все разом. Эти таблетки, естественно, были быстродействующими таблетками восполнения магической силы, и хотя они не могли немедленно помочь ему восстановиться до его пикового состояния, они определенно были лучше, чем ничего. После этого в одной из рук Хань Ли вспыхнул зеленый свет, и появился камень высокоранговый духовный камень. Во вспышке зеленого духовного света Хань Ли начал поглощать чистую духовную силу из этого камня. Это место было чревато опасностями, поэтому он определенно не собирался жалеть здесь духовные камни. Поглощая духовную силу из духовного камня, Хань Ли бросил взгляд на высушенный труп дьявольской обезьяны, и выражение его лица слегка изменилось, как будто ему внезапно пришла в голову мысль. Он несколько раз внимательно осмотрел труп, но не обнаружил никаких браслетов для хранения или чего-либо подобного. Слегка нахмурившись, он поднял другую руку, и из него вырвалось угольно-черное кольцо. Кольцо сделало круг вокруг высушенного трупа, выпустив огромное пространство белого света, труп был втянут в кольцо. После этого кольцо вернулось к Хань Ли. После этого тело Хань Ли качнулось, и он снова полетел в пустой зал в виде полоски лазурного света. Если не считать разрушенной формации на земле, зал был почти полностью пуст. Причина, по которой она была только почти полностью пустой, заключалась в том, что багровая нефритовая кровать все еще неподвижно лежала в углу, вспыхивая слабым малиновым светом. Хань Ли пробежался своим духовным чутьем по всей области, чтобы убедиться, что в этом районе нет других подозрительных предметов, а затем немедленно махнул рукой в сторону алой кровати. Пышная на вид нефритовая кровать поднялась в воздух и полетела к Хань Ли, который протянул к ней ладонь. Затем кровать зависла на определенном расстоянии от него по его приказу. Хань Ли внимательно осмотрел кровать и обнаружил, что с виду в ней не было ничего необычного. Затем он направил к ней свое духовное чутье, но кровать оттолкнула его. Вместо того, чтобы быть разочарованным этим, Хань Ли пришел в восторг, и в его глазах вспыхнул синий свет. То, что он увидел после того, как раскрыл свои способности глаз духовного прозрения, сразу же заставило его издать слабый крик удивления. Со слегка мрачным выражением на лице он снова поднял руку, чтобы наложить печать заклинания на багровую кровать, после чего развернулся неожиданный поворот событий. Внезапно из кровати вырвался яркий малиновый свет,
Из нее вышла серия древних серебряных рун размером с кулак. Эти руны вращались в воздухе, пока не сформировали таинственный отрывок перед Хань Ли. Скошенный серебряный текст. Хань Ли сразу определил, что это за серебряные символы, и его глаза сразу же загорелись. Как этот текст появился на малиновой кровати? Как эта кровать оказалась во владении дьявольской обезьяны ранга святого? Мысли Хань Ли были заполнены вопросами, но он пока игнорировал их, быстро читая перед собой отрывок из Священного Писания, после чего на его лице появилось странное выражение. Высшая техника изготовления небесных инструментов, наконец нерешительно пробормотал Хань Ли спустя долгое время, как будто он не осмелился поверить в то, что видел. Глава 1640. Оползень. Несмотря на то, что Хань Ли мельком взглянул на отрывок, он все же мог приблизительно сделать вывод, что отрывок из скошенного серебряного текста подробно описывал таинственную технику изготовления инструментов, которую он никогда раньше не видел. Даже беглый взгляд на его содержимое поразил его абсурдностью. Хань Ли никогда не слышал ни о материалах, ни о методах обработки, указанные в Священном Писании. В заключении Священного Писания даже провозглашалось, что использование этой секретной техники для изготовления сокровищ может создавать предметы, сравнимые с высшими небесными сокровищами, поэтому в Писании техника назвалась техникой высшего небесного закаливания инструментов. Чудесные подвиги, такие как очищение Солнца и испарение океанов, были лишь простейшими методами изготовления инструментов, предусмотренных в этом Писании, и эти методы, скорее всего, были доступны только истинным бессмертным из мира истинных бессмертных. Таким образом, они были не более чем несбыточной мечтой для Хань Ли. Даже до того, как Хань Ли прочитал Священное Писание более подробно, он уже был крайне разочарован. Если бы не тот факт, что этот отрывок был написан скошенным серебряным текстом, Хань Ли, скорее всего, подумал бы, что дьявольская обезьяна сочинила его по своей прихоти. После краткой паузы на обдумывание Священного Писания в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, и он снова посмотрел на малиновую кровать. Спустя несколько мгновений он изменился в лице, словно сделал еще одно открытие. Внезапно его тело расплылось, и он появился в воздухе над кроватью. Затем он раздвинул пальцы и одной рукой похлопал по малиновой кровати. С раскатом грома из его пальцев вырвались бесчисленные дуги золотых молний, образуя массивную золотую сеть, охватившую всю кровать внутри. Все серебряные руны удалились, словно столкнулись с проклятием своего существования, и мгновенно исчезли без следа. Перед лицом яростных атак золотых дуг молний багровая кровать полностью превратилась в пыль, и по воздуху мгновенно пронесся гнилостный поток кровавой ци, вызывающий рвотные ощущения. Хань Ли приподнял бровь, когда он сложил пальцы вместе, и сеть молний немедленно исчезла. Во вспышке золотой молнии кровавая ци внизу была полностью уничтожена. Сразу после этого показался белый нефритовый талисман размером с ладонь, на котором беспорядочно мигали серебряные руны. Хань Ли не был особо удивлен, но слегка нахмурился, подумав про себя. Это действительно еще одна из внешних страниц. Похоже, эта вещь определенно подлинная, но страницы золотого нефритового фолианта можно найти только на территориях людей и демонов, как она попала в мир высших демонов, а затем в руки к этой дьявольской обезьяны. Это была третья страница из золотого нефритового фолианта, который получил Хань Ли, но, к сожалению, его содержание было для него совершенно бесполезным. Возможно, он сможет использовать это после перехода на стадион Великого Вознесения. Даже в этом случае он определенно мог бы провести дальнейшие исследования этой высшей небесной техники закаливания инструментов. Если бы он смог почерпнуть из него некоторые уникальные идеи, это все равно было бы для него чрезвычайно полезно. Имея это в виду, Хань Ли знал, что сейчас не время исследовать эту нефритовую страницу, поэтому он, взмахнув рукой, втянул страницу к себе в рукав во вспышке лазурного света. Однако объект улетел в противоположном направлении, словно обладал разумной волей. К счастью, Хань Ли был уже готов к этому, и его рука со скоростью молнии сделала хватательное движение. Взрыв невидимой силы немедленно запечатал пространство в радиусе более 100 футов, и нефритовый талисман был силой втянут в его руку. Затем Хань Ли немедленно вытащил нефритовую шкатулку из своего кольца для хранения,
и, осторожно положив в нее нефритовый талисман, наклеил на коробку несколько ограничительных талисманов. После того, как Хань Ли убрал шкатулку, и поскольку в этом зале не было ничего, что могло заинтересовать Хань Ли, он немедленно вылетел в дьявольский проход Ци в виде полоски лазурного света. Во время своего полета он призвал еще один высокоранговый духовный камень духа древесного элемента, держа по одному в каждой руке, поглощая духовную силу из обоих одновременно. В то же время таблетки, которые он принимал ранее, также начали действовать, и струйки чистой духовной ци хлынули по всему его телу, постепенно впитываясь его меридианами. В настоящее время он летел к тому месту, где чувствовал своего золотого прожорливого жука. Вот в чем заключалась истинная цель Сюань-Сянь. Он не знал, что она замышляет, но очевидно, что это было нечто важное, поскольку она была готова пойти на такой большой риск. Теперь, когда Хань Ли выполнил свою задачу в этой поездке, у него больше не было никаких сомнений, и он, естественно, был очень заинтересован в том, чтобы взглянуть на то, что задумала Сюань-Сянь. Его битва с дьявольской обезьяной была чрезвычайно опасной, но на самом деле она длилась недолго. Между тем, золотого прожорливый жук, которого он послал, чтобы выследить Сюань-Сянь, остановился в определенном месте, поэтому было совершенно ясно, что Сюань-Сянь все еще не закончила то, что сделала это идеальным временем, чтобы нанести ей неожиданный визит. Он израсходовал много своей магической силы, и его проекция также уменьшилась почти вдвое от своего первоначального размера, но уровень культивации Сюань-Сянь был довольно низким по сравнению с его, что весьма обнадеживало. В противном случае, если бы он столкнулся с существом аналогичного уровня силы в его текущем состоянии, он, скорее всего, ускользнул бы, а не стал рисковать. Хань Ли летел через проход очень быстро, но на полпути к месту назначения в животе всей гигантской горы внезапно раздался оглушительный удар, после чего внезапно развернулся неожиданный поворот событий. Дьявольская ци внутри всего коридора внезапно начала яростно вращаться и бурлить, и в черной ци послышались громкие удары на фоне сильных порывов ветра. Бесчисленные угольно-черные ветреные лезвия материализовались в коридоре, разлетевшись во все стороны, и хотя Хань Ли был весьма поражен этим развитием событий, но он просто закатал рукав и вызвал слой серого света вокруг своего тела. Ветреные лезвия выглядели довольно яростными и разрушительными, но мгновенно исчезли, соприкоснувшись с барьером эссенции божественного света вокруг его тела. Слегка нахмурившись, Хань Ли просто пытался понять, что происходит, как вдруг прямо у его ушей раздался странный рев. Как только он услышал этот звук, вся магическая сила в его теле застыла и перестала подчиняться его приказам. Сразу после этого серый свет вокруг его тела рассеялся, и он резко рухнул вниз. В это время ветреные лезвия врезались в его тело со всех сторон в коридоре, обрушиваясь сильным ливнем. Если бы он был обычным культиватором, его бы, естественно, мгновенно превратили в мясной фарш. Однако его тело уже было не менее мощным, чем у дьявольских зверей стадии интеграции тела, поэтому он остался совершенно невредимым перед лицом этого продолжительного нападения. Несмотря на это, Хань Ли был поражен чувством шока и ярости и поспешно активировал свою технику великого развития, послав ощущение прохлады, циркулирующие по его меридианам. Таким образом, духовная сила в его теле вернулась в норму, и он снова поднялся в воздух в виде полоски лазурного света. Прямо в этот момент земля внизу во всем коридоре, где он находился, внезапно раскололась, и с раскатом грома в пространстве взорвались бесчисленные дуги угольно-черных молний. Дьявольская ци и другие каменные стены прохода были немедленно разрушены при контакте с этими дугами молнии, и сердце Хань Ли содрогнулось от шока, и он резко убрал свои духовные камни. Сразу после этого он сделал печать заклинания, и после еще одного раскатистого удара грома на его теле появились золотисто-серебряная молниеносная мантия. Дуги черной молнии поймали его в гигантскую сеть, но он оставался совершенно невредимым, окутанный собственной молнией. После того, как из-под земли разразилась череда бесчисленных громовых раскатов грома, весь дьявольский проход рухнул в яростных вспышках черных молний. Сверху посыпались бесчисленные массивные камни, и, несмотря на силы Хань Ли, он все еще был застигнут врасплох и раздавлен бесчисленными огромными камнями. В конце концов, его закопали глубоко в землю, погребли в скалистой тюрьме. Между тем, вся гора обрушилась с угрожающей скоростью, как будто гигантская невидимая рука легла на гору, а затем обрушилась на нее с разрушительной силой.
На горных склонах из трещин вырывались вспышки черной дьявольской ци, и все они изо всех сил пытались разлететься в разные стороны. Из-за обрушившейся скалы раздался еще один громкий рев, после чего снова прогремела череда оглушительных раскатов грома. Около дюжины разрядов угольно-черных молний вылетели из обрушившейся горы, а затем расширились до более чем 1000 футов в длину, стремительно распространяясь в воздухе. Издалека казалось, будто на горе внезапно выросла дюжина или около того толстых щупалец, яростно метавшихся по сторонам. После этого раздался еще один сокрушительный удар, и изнутри горы посыпались огромные каменные валуны. Это выглядело, словно вся горная вершина была расколота, и на ее месте появилось гигантское существо более 10 000 футов в длину. Это чудовищное существо было полностью создано из черного света, и по всему его телу яростно вспыхивали бесчисленные дуги черного света разного размера. Около дюжины щупалец, появившихся ранее, были только самыми толстыми из этих молний. В самом центре черного света было массивное белое лицо площадью около акра. Глаза гигантского лица были широко открыты, и внутри его зрачков мерцал холодный свет. Внезапно из черного света раздался рев дракона, и из тела гигантского монстра вспыхнул багровый свет. Затем изнутри вырвался багровый змей, и в мгновение Ика улетел на расстояние более 1000 футов. Малиновый свет внезапно погас, и появился человек в серебряных доспехах, пронизанных острыми малиновыми шипами. В этот момент холодное и отчужденное выражение исчезло из его глаз, и его лицо не только стало чрезвычайно бледным, но и наполнилось яростью. В то же время из тела гигантского монстра раздался глухой удар, вслед за которым изнутри вырвалось другое существо размером в несколько тысяч футов. Порыв яростных лазурных ветров пронесся по воздуху, сформировав проекцию Кирина размером более 1000 футов, и массивное лицо издало яростный рев. Самая толстая молния, высовывающаяся из его тела, рухнула с раскатом грома, как гигантский клинок, но массивная проекция Кирина просто вспыхнула, исчезнув, как невидимый ветерок. В следующее мгновение лазурные ветры пронеслись в воздухе на расстоянии более 1000 футов, и проекция Кирина снова появилась. Сразу после этого ее тело вспыхнуло ослепительным духовным светом и резко сократилось до нескольких десятков футов в размере, после чего стало намного более существенным, словно приобрело настоящую физическую форму. Только тогда можно было увидеть, что мерцающий кристалл появился на лазурной глобели Кирина. В то же время его глаза были полны шока и ярости.